без малого 5000 предприятий и 75 тысяч занятых. Суммарные продажи свыше 10 миллиардов евро, из которых более трети приходится на экспорт. Это основные показатели пищевой промышленности стран Балтии. Хотите узнать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые тубозрители! Вас приветствует Андрей Деменков, который рассказывает вам о реальной Балтии, а не той, что насочиняли российские пропагандисты и их многочисленные подпевалы на просторах Ютуба. В конце июля вышла первая часть из 6 серий большого обзора обрабатывающей промышленности Эстонии, Латвии и Литвы. В ней я рассказал о том, что представляла из себя отрасль под конец советского времени, с какими трудностями столкнулась в начале 90-х, когда была открыта мировому рынку, как впоследствии эволюционировала и каких успехов достигла к настоящему времени. В основном я опирался на общие данные статистики. Теперь же перехожу к более предметному разговору. Сегодня вас ждет рассказ о том, что представляет из себя современная пищевая отрасль промышленности стран Балтии, которая во всех 3 государствах является одной из ведущих. Будет и множество конкретных примеров крупнейших компаний и предприятий, которые придадут рассказу больше наглядности. К слову, об одном из наиболее крупных и интересных, литовском производителе молочных продуктов Žemaitijos pienas и его знаменитом сырном бренде Džiugas я уже рассказал в специальном видео 2 недели назад. Спонсоры проекта, которым я неизменно признателен за поддержку проекта, в соответствии с давней нашей традицией, получили доступ к сегодняшней серии намного раньше. Некоторые даже в июле. Ну а теперь она доступна всем остальным. И мы переходим к теме. Я понимаю, что люди могут не знать о производстве сборных домов, которые наши фирмы ставят в Швеции или Финляндии. Автомобильные комплектующие или телекоммуникационное оборудование тоже в основном идут на внешние рынки, можно и не заметить. Но те, кто утверждает, что в нашей торговле нет даже продовольственных товаров собственного производства, это нечто. Наверняка вы знаете, что сейчас становятся трендом очки дополненной реальности. Похоже, там будет большой взлет в скором будущем. Так вот, по-моему, уже давно изобретены очки убавленной реальности. Идя в супермаркет, ранее упомянутые странные люди надевают их, и для них практически пусты полки с хлебобулочной продукцией, в отделах с молочной и мясной продукцией свыше половины витрин не занято. Пиво тоже, раз-два и обчелся. Иного объяснения я не могу придумать. Потому что пищевая промышленность во всех 3 странах очень развита и в значительной степени ориентирована именно на внутренний рынок или рынок ближайших соседей. Если сельское хозяйство стран Балтии восстанавливалось после кризиса начала 1990-х довольно долго, то пищевая промышленность впитала много инвестиций и оправилась от перемен быстро. Нынче 1000 предприятий выпускают широчайший ассортимент продовольственных товаров и напитков. Пищевая промышленность в странах Балтии традиционно остается одной из крупнейших по числу предприятий и занятых, хотя ее значение в структуре ВВП и добавленной стоимости со временем снизилось. Отрасль пострадала от разрыва с российским рынком, особенно в 2014 и 2022 годах, но при этом за последние 30 лет глубоко модернизировалась, переключившись в основном на другие экспортные рынки, в первую очередь стран Евросоюза. Показательный пример радикальных перемен в отрасли Эстонии, который по большому счету типичен для всего региона. Производство колбасных изделий в целом сократилось с 1990 к 2022 в 1,5 раза, примерно до 30 тысяч тонн. Зато выпуск более дорогих копченостей вырос в 4 раза, до 14 тысяч. Производство сливочного масла упало втрое до 5000 тонн, но всех видов сыра и мороженого выпускается нынче в 1,5 раза больше, 26 и 9 тысяч тонн соответственно. Всего в Эстонии в 2023 насчитывалось свыше 1000 предприятий отрасли, на которых работало без малого 15 тысяч человек. Они создали продукции на 2,3 миллиарда евро, почти 17% от всей обрабатывающей промышленности. Более трети пошло на экспорт, прежде всего в Латвию, Финляндию и Литву. В Латвии в 2023 году оборот отрасли составил 2,6 миллиарда евро, 20% от всей обрабатывающей промышленности. Она обеспечивает работой 19 тысяч человек на 1380 предприятиях и дает свыше 1 миллиарда евро экспортной выручки. Основными покупателями латвийской продукции стали Эстония, Литва и Германия. В Литве в том же 2023 году оборот пищевой промышленности составил почти 6 миллиардов евро, из которых более трети пришлось на экспорт, в основном в Германию, Польшу и Латвию. Свыше 2300 предприятий обеспечили работой 42 тысячи человек.
каждой стране есть национальные флагманы, ориентированные на экспорт, а также множество нишевых производств, работающих на внутренний рынок. Нас интересуют, конечно, крупные игроки. А поскольку все три страны в первую очередь специализируются на мясо-молочном животноводстве, то и основные мощности пищевой промышленности у них сосредоточены на переработке мяса и молока. В Эстонии на общем фоне резко выделяется основанный в 1996 году местными предпринимателями концерн Maak Group, который изначально занимался в основном производством молочной продукции, бренды Terra и Farmi, а также владел мясоперерабатывающим предприятием Rannaruotsi Lihatööstus. В 2023 с последним по велению Департамента конкуренции группе пришлось расстаться. Взамен было получено разрешение выкупить у финской компании HK Scan ее бизнес в Эстонии, Латвии и Литве и заполучить, помимо прочего, крупнейший в Эстонии мясоперерабатывающий завод Rakvere Lihakombinaat и производителя птицы и яиц Tallek. Образованное этим слиянием объединение насчитывает свыше 2000 работников только в Эстонии. Оборот достигает почти 400 миллионов евро. Экспорт осуществляется в десятки стран мира, но в основном в ЕС. Valio Eesti, созданное в 1992 году эстонское подразделение финской компании Valio. Два завода под Тарту и Выру, на которых занято свыше 400 работников, выпускает широчайший ассортимент молочной продукции на 120 миллионов евро. Значительная часть идет на экспорт, в основном в Латвию, Литву, Финляндию и Швецию. Food Union тоже одна из крупнейших продовольственных компаний не только Латвии, но и всего региона. Латвийское подразделение является частью международного холдинга с кипрскими владельцами, заводы которого разбросаны по Латвии, Эстонии, Литве, Румынии, Норвегии и Дании. Два латвийских предприятия Rigas Piena Kombināts и Valmieras Piens, 1300 работников, с оборотом свыше 150 миллионов евро держат 30% рынка молочных продуктов Латвии и 55% рынка мороженого. Продукция экспортируется в 25 стран. Putnu фабрика Kiekava, Lielzeltiņi, Broilex и Serava входят в состав литовского концерна Linas Agro Group, который в 2013 приобрел контрольные пакеты акций предприятий. В прошлом году они закончили юридическую процедуру объединения под общим брендом Kiekava Foods. На предприятиях занято свыше 1000 работников, которые занимаются производством более сотни наименований продукции из мяса птицы. Оборот в 2023 немного не дотянул до сотни миллионов евро. Порядка 40% продукции поставляется на экспорт в 24 страны, но основной рынок – Скандинавия. Рижская компания Forevers SEA основана в 1996 году. В последнее время в ней занято 760 работников. Выпускает более сотни наименований мясных изделий на 60 миллионов евро в год. Обладает собственной торговой сетью из сотни точек по всей Латвии, что отличает ее от других производителей. Хотя ориентировано предприятие преимущественно на внутренний рынок, значительная часть продукции идет все же и на экспорт, в основном в Эстонию и Литву. Резекнинский мясокомбинат Rezeknes Galas Kombināts основан в 2001. Первые годы на предприятии работало всего 25 человек. Сегодня это одна из крупнейших компаний Латвии с числом работников более 500, которые выпускают 300 наименований мясных изделий на 70 миллионов евро в год. Экспорт составляет порядка 40% продукции, направлен во многие европейские страны. Крупнейший в Литве и в странах Балтии вообще производитель молочной продукции холдинг Rokiškio Sūris отсчитывает свою историю с 1925 года. В группу входят компании Utenos Pienas, Ukmergės Pieninė и латвийская SEA Jēkabpils Piena Kombināts. Главное предприятие в Рокишкесе производит ферментированные сыры и молочный сахар, лактозу. Завод в Утине – свежие молочные продукты, сливочное масло и сухие молочные продукты. В Укмерге – творог и творожные сыры. В общей сложности на предприятиях занято 1200 работников. Более 60% продукции поставляется на экспорт в страны Евросоюза, Ближнего Востока, США, Канаду. Акции торгуются на бирже. 3/4 принадлежат литовцам. Pieno žvaigždės – еще один весьма крупный холдинг производителей молочной продукции. Тоже биржевое предприятие включает компании Mažeikių Pieninė, Kauno Pieninė, Pasvalio Sūrinė и Panevėžio Pienas.
Всего 1700 работников, оборот превышает 200 миллионов евро. Примерно половина продукции поставляется на экспорт в 40 стран по всему миру. Биржевая группа Žemaitijos pienas отсчитывает свою историю с 1924 года и занимает третье место среди литовских производителей молочной продукции, включая 2 компании в Литве и еще одну в Латвии. В общей сложности без малого 1500 работников производят 200 наименований молочной продукции под разными брендами, самый известный среди которых Džiugas, признан в 2018 брендом года Литвы. О нем я рассказал подробнее в недавнем специальном видео, ссылку найдете в описании этой серии. Годовой оборот 280 миллионов евро, 40% продукции идет на экспорт, в основном в страны ЕС, Азербайджан и Великобританию. Наконец, Wilby Group, которая до 2020-го носила название Vilkiškių pieninė, еще один весьма крупный производитель молочной продукции. Очередное биржевое предприятие с оборотом свыше 200 миллионов евро и свыше 900 работников. Более половины продукции идет на экспорт, в основном в страны ЕС. В конце нынешнего года группа закончит реализацию крупного инвестиционного проекта под модернизацией производства на заводе в латвийской Бауске стоимостью около 50 миллионов евро. Оборот 240 миллионов евро, 70 тысяч тонн продукции в год и 1400 работников – все это характеристики крупнейшей в Литве мясоперерабатывающей компании Biovela Group с центром в Būtiņe, который принадлежит литовским инвесторам. Бренд отлично известен во всех 3 странах Балтии. Продукция под ним пользуется хорошим спросом и за их пределами. Krekenavos агрофирма – другой, весьма крупный мясокомбинат в Литве. Находится рядом с городком Кėdainiai, занимает около 22 тысяч квадратных метров и включает в себя крупнейшую в Литве скотобойню, мясоразделочный и упаковочный цеха, а также подразделение по производству термически обработанных мясных продуктов. Основан в 1993 году в городке Krekenava. С той поры получил 0,3 миллионов евро инвестиций в модернизацию и расширение. В 2023 почти 1100 работников предприятия создали разнообразную продукцию на 190 миллионов евро, свыше 30% которой пошло на экспорт в 27 стран, прежде всего Евросоюза. И в Эстонии, и в Латвии, и в Литве есть множество предприятий, выпускающих хлебобулочную и мукомольно-крупяную продукцию. Здесь можно ограничиться одним наглядным примером. Dobeles Dzirnavnieks находится в Добеле и занимается производством всех видов пшеничной муки, манной крупы, мучных смесей, макаронных изделий, крупяных хлопьев и кормов для животных. Крупнейшее предприятие по переработке зерна в странах Балтии. Начало свою деятельность в 1976 году. Сегодня на нем занято более 300 работников. Годовой оборот превышает 200 миллионов евро. Продукция идет на экспорт в 70 стран. У владельца Dobeles Dzirnavnieks, эстонской компании Tartu Mill, собственные мощности намного меньше, чем у дочернего предприятия. Всего 60 работников и 72 миллиона евро оборота в 2023 году. Но совместно эта пара образует неоспоримого лидера рынка, резко выделяясь на фоне конкурентов. Как же не вспомнить про так любимые российскими имперскими пропагандистами наши шпроты, производство которых, по их словам, у нас только и осталось. Уловы ниже, чем в советское время, в основном из-за падения промысла в Атлантике. Тем не менее, в регионе действуют десятки заводов, выпускающих разнообразную рыбную продукцию. В Эстонии самое крупное предприятие сектора, Tallinnская AS Paljassaare Kalatööstus, еще с 2001 года входит в литовский холдинг Vičiūnai Group. На предприятии примерно 120 работников, они занимаются производством панированных и замороженных рыбных продуктов, гамбургеров, пиццы и блинов. Свыше 90% продукции на сумму более 20 миллионов евро в 2022 году ушло на экспорт, в основном в Литву и Украину. Sija Karavela – крупнейшая рыбоперерабатывающая компания Латвии. Свою историю отсчитывает аж с 1882 года, с основания в Риге мастерской по производству кровельной жести и консервных банок. К концу советского времени это был уже крупный рыбоперерабатывающий комбинат Кая, который в 1995 стал частным акционерным обществом. В 2004 компания обанкротилась, завод приобрела основанная в 2001 Sija Karavela и начала выпуск консервов. Настала новая пора с многомиллионными инвестициями и быстрым расширением рынка продаж. В 2019 Karavela купила в Германии третий по величине рыбоперерабатывающий завод страны компания Larsen Danish Seafood и перевела его мощности по переработке скумбрии, сельди, лосося и форели в Ригу. В
В 2021 Carvela считалась третьим по величине производителем консервов в Европе с оборотом более 66 миллионов евро. В 2023 он достиг уже 87 миллионов. Около 90% выручки – экспорт в 45 стран мира, но больше всего в ЕС. Всего занято 670 работников. Нельзя не упомянуть предприятие Brewise Wellness в Салцгребе, которое принадлежит двум местным предпринимателям. Почти 300 работников в 2022 году выпустили свыше 20 миллионов банок различных рыбных консервов, треть из них – шпроты, в производстве которых фирма лидирует на латвийском рынке. На этом фоне резко выделяется уже упомянутый литовский холдинг Vičiūnai Group, в который входят 8 рыбоперерабатывающих предприятий в Литве, Эстонии и Испании, насчитывающих 8 тысяч работников. Группа относится к числу крупнейших в Европе и производит в год свыше 150 тысяч тонн продукции более 3000 различных наименований, реализуемых в основном по торговыми марками Vichy, Esva и Columbus. Оборот в 2023 превысил 420 миллионов евро. На экспорт уходит свыше 90% продукции, которая представлена практически во всех крупных торговых сетях Европы. Vičiūnai Group стремится во всем быть на передовых позициях, поэтому в 2024 году в Плунге начато строительство нового завода по переработке лосося мощностью до 50 тысяч готовой продукции. 84% электроэнергии предприятия группы получают из возобновляемых источников, 63% пищевых отходов идет в переработку на комбикорм и биогаз. Во всех трех странах высоко развито производство пива, сидра и прочих легких алкогольных и безалкогольных напитков. Предприятия сектора контролируют порядка 80% внутреннего рынка своих стран и еще немало продукции экспортируют. Самые большие мощности принадлежат датскому Carlsberg, Саку и Летахас-Патталенам почти 300 работников, Алдарис в Риге более 200 занятых и Швитурис Утинос Алус в Клайпеде и Утине тоже свыше 400. Затем идут предприятия, принадлежащие финской компании Olvi. Alecok в Тарту 400 работников, Cesu Alus в Цесисе около 300 занятых и Wolfas Engelmann в Каунасе 300 работников. Третий по значению производитель – другой гигант с центром в Дании Royal Unibrew. Вечный конкурент Carlsberg получил контроль над латвийской Cido Группа около 400 сотрудников и литовской Kalnapilio Tauro Группе 300 работников. Крупных независимых игроков на этом рынке не осталось, разве что губерния в Шауляе. Одна из старейших пивоварен региона входит в литовский холдинг MV Group Production, около 130 работников в год выпускает порядка 100 тысяч гектолитров пива, треть которого поставляется на экспорт. Однако крафтовая революция породила в каждой стране десятки микропивоварен. Некоторые из них выросли уже в серьезный бизнес. Крупнейшая на сегодня эстонская Пыхила, единственное из предприятий региона, вошедшее в список 100 лучших пивоварен мира по версии Red Beer, выпускает в год порядка 15 тысяч гектолитров высококачественной продукции. Оборот в 2023 году составил немногим менее 5 миллионов евро. Крупнейший производитель крепкого алкоголя в Эстонии, Livika, принадлежит местному инвестиционному фонду и считается годом своего рождения 1898. Около 300 работников выпускают самые разные сорта водки, ликеров, в первую очередь знаменитый на весь бывший СССР и даже за его пределами Вана Таллин, и многих других крепких и легких алкогольных напитков на 150 миллионов евро. Экспорт идет в 60 самых разных стран мира, включая Израиль, Индию и Новую Зеландию. Среди производителей крепкого алкоголя Латвии выделяется АЭС Amber Latvijas Balzams в Риге, на двух заводах которого трудится 600 человек. Помимо нескольких вариантов знаменитого рижского бальзама, история которого начинается еще в XVIII веке, там выпускается ряд сортов водки и игристых вин. Продукция компании расходится практически по всему миру. Оборот немногим менее сотни миллионов евро. С начала 2000-х принадлежит зарегистрированной в Люксембурге SPI Group, основная доля которой в руках проживающего в Швейцарии миллиардера российского происхождения Юрия Шефлера. В Литве безоговорочно лидирует АБ Stumbras из Каунаса. Предприятие основано в 1906 году, управляется литовским холдингом MV Group Production. Всего занято 240 работников, которые в год производят 35 миллионов литров крепких алкогольных напитков. Значительная часть идет на экспорт в 30 стран. Наиболее популярные бренды, известные и за пределами Литвы, Stumbras, Три девятки, Старка. И напоследок о сладком.
Производство сахара сохранилось только в Литве. Крупнейший завод АБ Nordic Sugar Kėdainiai, на котором занято около 150 работников, управляется датской компанией Nordic Sugar, одним из крупнейших производителей сахара в Европе, принадлежащим группе Nordzucker в Германии. Здесь выпускается 120 тысяч тонн в год. Есть еще небольшой завод в Мариамполе, основанный в 1931 году, дает до 40 тысяч тонн. Всего в странах Балтии потребляется порядка 180 тысяч тонн, так что два литовских предприятия обеспечивают 90% необходимого количества. 3 сахарных завода, построенных еще в досоветской Латвии, проработали все советское время и 90-е, но вскоре после вступления страны в ЕС и открытия ранее защищенного высокими пошлинами сахарного рынка не выдержали конкуренции и закрылись. Подробнее о строительстве этих предприятий я рассказал в 3-й части выпуска о досоветской промышленности стран Балтии. Там же изложена и история тройки литовских заводов. Что ж, сахара производится немало, а основные его потребители – производители кондитерских изделий. Kalev – крупнейшая и старейшая кондитерская компания Эстонии, отсчитывает свою историю аж с 1806 года. Подробно о досоветских достижениях компании КВ, которая впоследствии и стала основой советского объединения Kalev, я рассказывал в 3-й части выпуска досоветской промышленности стран Балтии. В 1995 году Kalev прошел через приватизацию и ИПО. В 2003 предприятие переехало из старого помещения в Таллине в новый производственный комплекс в Лехме. На нем 400 работников выпускают в год до 15 тысяч тонн кондитерских изделий, около 200 наименований. С 2010-го компания принадлежит норвежскому холдингу Orkla. Оборот в 2023 составил 96 миллионов евро. Экспорт осуществляется в 2 десятка государств. К слову, в состав компании входит ООО «Майасмок», который управляет кафе «Майасмок», одним из старейших, непрерывно работающих в Таллине. При кафе также действует музей марципана Kalev, знакомящий с историей марципана, одной из гордостей эстонской кулинарии. Символ латвийской кондитерии свою историю отсчитывает с 1870 года, с момента создания в Риге одного из предприятий, которые в 1937 году были объединены в государственную кондитерскую фабрику Лайма. Подробнее о досоветской истории предприятия вы можете узнать там же, где и про эстонский Kalev, в 3-й части выпуска о досоветской промышленности стран Балтии. В 1993 году предприятие прошло через приватизацию, в 2014 с несколькими мелкими производителями влилось в норвежский холдинг Orkla. Новые владельцы сразу же вложили в модернизацию свыше 10 миллионов евро. В 2021 году фабрика переехала из Риги в новое предприятие в поселке Адажи, которое обошлось в 20 миллионов. В историческом рижском здании остались правление и музей шоколада фабрики. В 2023 году на новом предприятии работало свыше 600 сотрудников, которые выпускают до 16 тысяч тонн кондитерских изделий, порядка 250 наименований. Оборот в 2023 составил 34 миллиона евро. Экспорт осуществляется в 27 стран, в основном ЕС. Фабрика Pergalė – синоним литовской кондитерии, основана в 1922 году как небольшое ремесленное предприятие в старом городе Вильнюса. Свое современное название получило в 1952 году. После восстановления независимости в 1994 была реструктурирована в АБ Vilniaus Pergalė и в 2018 приобрела конкурента Naujoji Rūta. На сегодня в компании занято около 300 сотрудников, которые ежегодно выпускают свыше 10 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции, порядка 290 наименований. Оборот превышает 56 миллионов евро. Половина продукции идет на экспорт в 45 стран, в основном ЕС, а также в США, Австралию, страны Азии. Надеюсь, вас не слишком измотало перечисление множества несуществующих, согласно российской пропаганде, предприятий стран Балтии, и озвученная информация была достаточно интересной, чтобы вы потратили на нее полчаса своего драгоценного времени. Но мы лишь в начале большого марафона. Впереди еще 4 серии выпуска. В следующий вас ждет обзор легкой и лесообрабатывающей промышленности региона, а также производства строительных материалов. И длинный список только крупнейших предприятий. А предварять новую часть будут несколько более подробных обзоров самых интересных компаний. Первый станет лидер на рынке фанеры стран Балтии Latvijas Finieris.
А пока подписывайтесь на мой канал, если еще по какой-то причине не сделали этого. Жмите на колокольчик уведомлений, чтобы ничего не пропустить. Поделитесь этим видео с друзьями. Оно ведь того стоит. Впереди еще много интересных видео. До скорой встречи!